не более 15% вообще начинает этот курс смотреть. Ребята, это победа. А меня раздражает, когда Толя выпивает сухи и овощи. Рубрика называется «Успеть все». Сейчас вы охренеете от того, как у нас иногда дни проходят. Итак, поехали наверх к нашим соседям. Как-то раз я познакомилась с бабушкой и с дедушкой, которым нужна была помощь в покупке билетов в РЖД. Я быстренько им все сделала, теперь я частенько сюда приезжаю, чтобы им помочь. И именно сегодня им понадобилась моя помощь, когда у нас ни хрена нет времени. Надеюсь, я туда пришла. Туда. Меня вообще тут ждут или нет? Ой, заходи. Так, мы с вами выполнили наше первое задание. Следующее задание — срочно вставить фотографии на таймлайн. Таймлайн — это условно-монтажный стол. То есть я смонтировала уже видео для влога, которое выйдет вот-вот через 2 дня. И туда мы должны будем вставить, я должна буду вставить сейчас фотографии Толечки, молодого Толечки. Где мой молодой Толечка? Нет, вы посмотрите, что за модель, что за модель. Все, погнали, погнали. А то мы не успеем собрать чемодан. Все равно мы ничего не успеваем. Я должна это постоянно подключать, потому что Толя сюда не пролезает. Как тебе сложно жить реально, а? Ну блин, я просто вообще планировала другое сказать. Пока парни дописывают курс, я собираю все для съемки. В этот момент мы еще собираемся к переезду. Мы реально постарались, и хочется получить честную оценку. Вот про честную оценку. День продолжается. Мы сейчас едем на съемку. Вот так. Кстати, на съемку мы опаздываем уже на 40 минут. Быстренько все поставим. Я быстренько накрашу Глеба, подкрашу, в смысле, чтобы кожа там не блестела и так далее. И после этого я поеду в больницу, потому что другого дня у меня не будет. Смотрите, какой вид с 7-го этажа. Я даже боюсь себе представить, сколько стоят квартиры, точнее апартаменты в этом бизнес-центре. Так, у нас комната номер 3, C3. Смотрите-ка, они уже закрылись от меня. Неужели они начали? Я сейчас буду решать. Нет, Толя стоит, курит в туалете. Тут курение запрещено. Ладно, можно. Вот, сейчас такая сцена была странная. Короче, куртку я оставляю так, потому что я планирую сейчас быстро поесть. Вот, Толя у нас не ест, но сегодня мы специально сделали такой день, так скажем, как это, не разгрузочный, а наоборот, нагрузочный день, когда Толя чуть-чуть поест, потому что впереди работа, 24 часа съемки курса. No. 48? No. Поэтому поесть нужно обязательно. Так, смотрим, что здесь происходит. Вот, бэкстейдж с начала съемочки. Глеб уже репетирует. Прекрасно. В этой комнате это, конечно же, Ульяна. Потому что она единственная. Все нормальненько. Но регулярно он не должен выхолощенный быть. Жесть, реально такая тяжелая. Думаю, здесь можно было бы снять прекрасную постельную сцену, если бы ребята выставляли свет так же профессионально, как сегодня. Я сегодня слишком яркая для этой комнатки. Что, работа идет? У меня возникла 5-минутная пауза, в которой мы рассказали основа ответственной игры. Кстати, я нахваливала апартаменты, у нас очень грязно. Ну ничего, это все детали. А я побежала сейчас на почту, буду отправлять подарок, кофту победителя предыдущего розыгрыша, предыдущего.
Кстати, чем прекрасен Сочи, так это тем, что до сих пор можно на улицах встретить, как люди сушат одежду на улице. Это очень самобытно, согласитесь? Знаете, сколько я сейчас простояла, чтобы отправить посылку? 50 минут. Передо мной было примерно 19 человек. Я никогда не стояла в такой большой очереди. Но даже так, я каким-то образом... я отложила на 15 минут, но я успеваю в больницу. Надеюсь, сейчас мне не придется там сидеть еще час. Просто обожаю эту прекрасную реакцию моего организма на улицу, на холод, красные точки на лице. Смысл жизни. Но зато здесь классно падает свет, и даже с ними я себе очень даже нравлюсь. Я приехала в больницу на капельницу. Вот, пока болтала с врачом, узнала, что мне еще и в попу колоть будут. Укол. О, ребята, дико тошнит, сонное состояние. Укол в попу меня привел к тому, что я недавно ела, а я чувствую голод, но есть я не хочу, просто какую-то тошноту, как при голоде. А капельница в сон клонит. А мне еще вещи собирать и ехать на съемку к пацанам. Кайф. Что ж, мы продолжаем собирать вещи. Наша квартира словно черная дыра. А это что за прелесть? Черную дыру засосалась случайно. Наша квартира словно черная дыра. Я убираю вещи, а они все не заканчиваются. Надеюсь, что когда я закрою эти чемоданы, их точно станет меньше. Время час ночи. Мы недавно переступили через половинку курса, собравшись в 4 часа дня. Честно говоря, я подустал. Но У меня полно сил. перерыв, вот, да, обезьянка счастливая. Глебаджо, ты живой, нет? Вот мое рабочее место, очень четенькое. Вот, это вам не стоять, конечно, но очень тяжело, курс топчик. Короче, мы тут смотрели статистику, во-первых, нашего курса, а во-вторых, с ребятами-операторами обсудили тему, как они работали со Skillbox. И менеджер из Skillbox, это такая, да, платформа, которая делает кучу разных курсов, говорит о том, что из всех людей, которые купили курс, не более 15% вообще начинают этот курс смотреть. Я в это абсолютно точно верю. Но еще есть одна важная статистика: не более 5% людей досматривают курс до конца. Мы считаем, что покеристы более ответственные люди и более серьезно относятся к ЕВ, поэтому будут процент людей, которые будут смотреть курс, больше. И тут родился спор. Маза спора. Я говорю, что не более 35% людей, точнее, менее 35% людей посмотрят более одного урока. Что говорит Глеб? Я думаю, что процент будет больше. Единственное, мне кажется, что сейчас куча народу, так как мы с тобой заспорим, то куча народу такие, специально куплю курс и не буду смотреть уроки, чтобы Или кто-то нет, победил. специально досмотрю, просто буду поставлю и пойду гулять. Да, ну в общем, Типа, я за готовы Глеба. замазаться. То есть ты считаешь... Короче, Глеб верит в людей, и я тоже готов замазаться. И честно говорю, если я проиграю, я обрадуюсь этой ситуации, что вы умнички. Переписываем, говорю, дикция плохая. Давай. Ничего мы не переписываем, отличная у меня дикция для часа ночи. Так, значит, на что спорим? Ай, блин, капнул. Дистанция какая? Сколько мы наблюдаем за этим? Сколько? $777. Есть соль. Какой период статистики? Месяц, 2, 3? До конца года даже. Не, это очень долго. За месяц? Давай за 3 месяца. Не, я думал за год. Ну, давай за год. Ну даже не за год, а до конца 2022 года. Давай, короче, до конца 2022 года спорим на $2022. Давай на 777, чтобы тебе, там есть обязательства еще другие. Хорошо, на $777. Да. Пошло. Не, ребят, я не выдерживаю. Время 2 часа ночи, мне все-таки нужно поспать, чтобы хоть кто-то из нас двоих с Толей завтра чуть-чуть соображал, на нормальную голову, а не на сонную.
Поэтому сейчас я иду домой, а ребята будут писать курс еще примерно до 5 утра. Стройная и симпатичная, осанка аристократичная. В тот момент, когда в 6 вечера начал снимать курс, или в 5, и на часах 7:30 утра, а ты планировал закончить в 12. И еще в этот день тебе нужно переезжать и собирать еще огромное количество вещей в Москву. Подготовка уровень бог. Ну, что поделаешь. Работа такая работа. Привет. Блогеры, они всегда блогеры. Понятно. Ой, ой. Руди плохо спал без тебя. Блогер. Всегда мечтала об утре, как в Америке. Гулять по району в пижаме. На самом деле я это делаю часто, но сейчас не об этом. Я спала примерно 5 часов и уже все утро собираю вещи. И пошла вот сейчас в Озон за коробками для компьютера Толи, потому что никто об этом не позаботился ранее. И вот знаете, такой вопрос. Может быть, было бы логичнее просто все отправить газелькой? Почему мы не берем это с собой в поезд? Как мы, блин, с этим всем поедем? Это же правильнее, блин, почему я не додумалась раньше? И вот я позвонила сейчас в транспортную компанию. Если там будет нормальная сумма, мы просто нафиг все отдадим в газельку. Вот, надеюсь, что они сегодня смогут приехать. Если нет, как-нибудь решим эту проблему. Ребята, в Озоне нет коробок, на почте нет. И мало того, мне сказали, что в принципе даже не только в Сочи на каждой почте нет коробок до Нового года, но и в Краснодаре. Я не знаю, что за ажиотаж. Я пришла в торговый центр, сейчас буду спрашивать здесь, в каждом магазине, и надеяться на чудо. Иначе Толя очень расстроится. Моя последняя надежда. Если здесь не будет, я реально, ребята, не знаю, что делать. У меня паника. Ребята, знаете, что мне сказали? Что если бы я пришла на 5-7 минут раньше, мне бы дали эти коробки, и в итоге их выкинули. Я сейчас иду на свалку искать коробки. Ребята, это победа. Просто спасибо. Так, смотрите, ребята, от нас только что уехала огромная группа людей, которая собирала вещи, но почему-то ничего не собралось. Я же говорю, эта квартира черная дыра. На самом деле стало... Я извиняюсь, к Новому году хочу вам порекомендовать обалденная сумка, телевизор, коллекция зима, осень-зима 2021-2002. Можете спокойненько как бы ходить. Вот. Если вдруг немножечко соскучились, присаживайтесь, вы смотрите как бы телевизор, все очень удобно, или играете в компьютерные игры. А как вы смотрите на этот подарок? Очень красиво. Пройдите, пожалуйста, по подиуму пустой кухни. Ой. Да, но здесь, конечно, уже посимпатичнее все, так пустовато, но вы не представляете, сколько трудов стоило это все собирать. Наконец-то мы на финишной прямой. Я очень хочу в душ, пойду-ка. Ну ты, мы вместе это делали, просто пока я брала камеру, он случайно все сделал. Вы не думайте, что я тут стояла просто. Нет, мы реально вместе это делали. Давай покажем, как это было. Ну, надеюсь, что ноутбук из этой коробки не вывалишь. Ноутбук? Ой, мозгов нет. Компьютер. Я думала, эта шутка у тебя опять особенная какая-то. Особенная шутка. Что ж, мы собрали вещи. Я сходила в Озон, потому что, внимание, мне позвонили из Озона и сказали, у вас тут посылка оплаченная лежит, и она числится как выданная, но она у нас, и вы уже никак не сможете отказаться от нее, потому что времени много прошло, она с апреля лежит. Я такая, что? Говорю, а что там?
В итоге оказалось, что там порошки стиральные, кондиционер для белья. И сейчас вообще, ну знаете, не уперлось это все. И я сказала, я вам это все дарю. И забрала вот карандаш, ну пятновыводитель, хорошая вещь. И вот это косточку для Рудика. Вот он счастлив-то будет. Сейчас еще в зоомагазин быстренько зайду, чтобы купить ему вкусняшки, потому что дорога предстоит 22-часовая. И ему не очень комфортно, когда приходится постоянно лежать в поезде. Ну, в принципе, лежать. Он же у нас любитель побегать и поорать. Если никто не заметит, может, мы так и будем делать. А, да, забыла сказать. Я сейчас еще схожу в магазин и куплю каких-нибудь нормальных продуктов из разряда там бананчиков, апельсинчиков, потому что то ли ничего нельзя есть, а коктейли мне лень будет ему делать в поезде. Какой поезд без доширака, без Ролтона. Ему нельзя, я буду есть. Вот, грузимся. Детки, мамочки расстраиваются, что мы уезжаем. Все, до свидания, мы поехали. Все, уезжаете? Все, обращайся, Руди. Руди, ну ты все, поехал. Приятно было с вами познакомиться. Передавайте Жене привет и вашей, забыла, как зовут. Марина. Марине, да. Марине, хорошо, Все. удачной дороги вам. Спасибо Чтобы большое. хорошо добрались. Все, всего доброго. До свидания. Пойдем. Ты Всё. так прощаться пришел? Вообще, хлебные кружки подбирать. А где ваш Подвела там ничего. парень? Вот этот вот еще один мальчик у вас работает. А он тебе не выходил. Ну вот привет ему передавайте наши. От Руди. От Руди, да. Зашел специально попрощаться. Да, он знает, как это. Да. Ну ладно, ничего. Все, Руди, пошли. Что ты думаешь в этом годе жизни в Сочи? Я думаю, что это, ну, на самом деле я нифига не запомнила, но когда я сделала себе видео в Инстаграме по месяцам, вот это January, February и так далее, я посмотрела такая, о, у меня классный год был. Ага. То есть вот представляете, как важны все-таки видео? Я тоже отношусь к этому влогу так, что через несколько лет мы с Толей можем посмотреть эти видео как семейный альбом. Счастливый семейный альбом, который закончился за решеткой. Что ты думаешь об этом годе? Ну, наконец-то. В этой хате? Не, вот. Наконец-то вы уезжаете. Да, а именно про вот эту квартиру. Какие у тебя вот первая ассоциация? Ну, это рабочий офис, как я сказал. Рабочий офис. А я в нем жил! Ехать с адским количеством вещей на поезде, это тоже жестко. На вокзале это выглядит вот так. Исходит с эскалатора. Маленьких детей держите за руку. Ну и, конечно же, с нами Не Руди. прислоняйтесь к неподвижным частям эскалатора. Блин, на самом деле Ульянка топ, потому что помимо вот этих вещей у нас было еще 4 огромных сумки. Я такой, да ну ладно, что, возьмем все с собой. А Ульянка заказала сегодня доставку транспортом, который привезет нам вещи 20 числа. Надеется. Это в крайнем случае. Надеется, что 19-го, но в общем, если бы она этого не сделала, то таких тележек было бы 2. Но со мной, конечно, мой малыш-компьютер, мониторчики. Без них, да, я надеюсь, что он не развалится. Без него я вообще никуда. Это максимум. Короче, ребят, есть несколько новостей. Первая хорошая, мы загрузились все-таки в поезд. Вторая. Я 4-й или 5-й раз в жизни еду в СВ, и я не знал, что на 2-м этаже поезда вот, как бы вот такие вот очень маленькие вообще СВшки. Сисечки. Сисечки и СВшечки, потому что, ну, это прям жесть, но самая жесть в другом. У нас есть с собой немножко багажа, буквально совсем чуть-чуть. Вот. И оказалось, что в багажном отделении поезда мест, к сожалению, нет. Поэтому мы, походу, с Ульянкой будем спать вот здесь, а вещи будут вот здесь. Ну, еще, как вы думаете... Сейчас, мне кажется, удобнее. Да, кто, блин, решил взять место на 2-м этаже, чтобы было поинтереснее вид. И, естественно, это пришлось все на 2-й этаж загрузить. Спорт жизни, особенно когда ты поспал 3 часа. Честно? Балет. Балет. Итак, смотри, давай. Эй, О, нифига, ты можешь стоять на так? конечно, смотри. Да ладно. А теперь... Да-да-да. Офигеть. Ну, короче, несмотря на похудение и то, что я реально сейчас очень активно скидываю и питаюсь в основном завтраком и коктейльчиками на обед и на ужин,
я все-таки заказал себе 2 шпатена, потому что это очень долгий и тяжелый день. Жесть. Федеральная пассажирская компания, вот шоколадка, вода и прочие ништяки. Есть журнал. Всем хай в этом чатике. Итак, СВ вагон. СВ что это? СВ вагон. Говнище. Супер VIP. Супер вип. Very говнище. Мы заплатили за это кучу денег, потому что мы хотели сэкономить, так как выкуп полного купе стоил, на 2000 меньше. Но мы подумали, что бы не поехать в комфорте, заплатим мы на 2000 больше. Почему нам нужно было выкупить полное? Потому что мы едем с собакой, с нашим ребеночком. Короче, ребята, мы сегодня спим с Толей на одной кровати. Мало того, мы думали, что она раздвигается. Она просто стала выше! И она такого же ровно размера, как в купе или в плацкарте. Ну что, мы будем... Но VIP-багаж, А теперь VIP-багаж. Потому что в багажном вагоне no мест. There is no place. Смотри. И вот как на такой полке спать такому стройному парню, как я, и Ульянке с такой огромной этой грудью. Ну, и будучи знатными этими обзорщиками, смотрите, еще дают синий кулек. В синем кульке, во-первых, есть тапки. Не знаю, видно, нет? Я же крутой обзорщик. Вот, белые тапки, синие тапки прозрачные. Это мы привыкли. Зубную щетку, влажную салфетку, ложку, которая для обуви, прическу, расческу, вот, и мыло. В общем, СВ в двухэтажных поездах это вообще борода. Ездите плацкартом, точите картошку, роллтон. Пусть ваши собаки бегают по коридору и вам ничего не говорят. Да, ну это реально просто выброс денег, просто какая-то дичь. Самый лучший звук после двухдневного трудового дня. Разрешили переселиться у Толи сегодня. Как это? Experience? No. Как это называется? Exercise number 1. Реально, видимо, Бог видит, что я треснул пивка и говорит, не, брат, надо еще спорта, чтобы не толстеть. Несмотря на то, как дерьмово устроена система, все равно все везде зависит от людей. Попался вот токенский начальник поезда, зашел, посмотрел на все это дело, сказал, жесть, давайте мы аккуратненько это уберем, никто об этом не знает, и чтобы вы нормально ехали. Так что респект людям, люди, помогайте людям. Респект понимающим людям. Респект понимающим людям. Оля, ну посмотри, как круто. Да, я с тобой согласен. Обожаю, когда вот так вот лежишь, смотришь в окно, там читаешь книжку, когда день. А мы поедем сейчас, и каждый раз, каждая остановка будет все холоднее и холоднее. Я тебя люблю, приятного аппетита тебе. Мы, конечно, с тобой сегодня не очень удачно кушаем во время твоего похудения. Это очень важная тема для нас сейчас с тобой двоих, и для меня тоже важно похудеть. Но так иногда жизнь складывается, что приходится, наверное, питаться так, чтобы себе хотя бы чуть-чуть поднять настроение. Я не могу, это все эти 48 часов, но иногда можно, несмотря на то, что худеешь. Да, и это вообще реально очень обрадовало меня. Дичь, знаешь в чем? Какого хера ты вообще это снимаешь? А что такое? Я бы даже в камеру говорю специально. Ну не знаю, это так, такое типа, давай снимать влоги, и вроде как нужно снимать классные моменты. Да. А когда хочется и проживать эти моменты? Ну, я проживаю, меня не мешает держать в руках телефон и говорить тебе от души что-то, что я действительно думаю. Да. Как будто его нет, но я уже привыкла. Посмотрим. Правда, во время конфликта не очень хочется. Посмотрим, как он не будет тебе сейчас мешать. Нет, правда, если бы это было бы очень глупо, если бы мы сейчас с тобой орались, и я такая достала бы телефон. Ты бы сразу кричать зато перестал, да? Нет, я не такой, я не такой. Нет, ну что ты обычно кричишь в наших отношениях? Конечно, ври побольше. Я обожаю кричать. Ну что, я сейчас начну показывать синяки, давай, что? Давай. Ты делаешь обзор, я ем. В смысле? Ну ты попросил, ты делай. Не так это работает. Это типа ты такая, а сейчас смотрите, вот это блюдо. Хорошо, я сейчас расскажу вам кое-что. Меня раздражает, когда Толя выпивает. Он
даже если выпивает Какие-то две помехи, бутылки, что-то съемка даже не если он работает. выпивает 2 бутылки пива, у меня начинает бесить его поведение. И я всячески стараюсь избегать этого. Но в таком маленьком СВ невозможно избежать Толю. Поэтому я сейчас вот так вот буду рассказывать вам, что нам дают кушать в поезде. Во-первых, оказывается, я этого не знала. Я думала, нас будут кормить, вот сколько мы едем, вот типа сегодня сутки, завтра сутки. 2 раза, казалось бы, так надо. Нас, Не-не, это логика. ну вот, и нас кормят 1 раз. Это РЖД. Нас спросили, вы сегодня поедите или завтра? Ну, мы такие, ну давайте. Мы каждый день едим. Да, вот да. это обычно. В общем, мы решили поесть сегодня, потому что завтра у нас есть еще, я там приготовила еду полезную, вот бананчики, яблочки, все это Да вот, купила. видите, стол 4 шпата. Это все купила, потому что Толя худеет, потому что я ценю его диету, но я еще на всякий случай взяла Ролтон, 2 штуки, если Толя сорвется. Ну вот он сорвался, походу мы завтра едим Ролтон с бананами. Нет, завтра я уже не сорванный буду. Это из-за того, что мы сегодня всю ночь снимали курс. Ну еще из-за того, что у нас очень сложный переезд. Давай про еду-то мы сделали. Про Мы же еду. решили фуд-влог делать. Фуд-влог. Да. В общем, нас спросили, что мы хотим, рыбную тарелку или мясную тарелку. Мы такие оба, мясную тарелку. Она такая, хорошо, на второе, рыбное или мясное? Мы такие, мясное. Она говорит, ну короче, мы все выбрали одинаковое. совпадаете Да. друг к другу, будьте вместе. Ну ладно, я хотела апельсиновый сок, Толя взял томат. И Я такая, поэтому... Томаты, я тоже буду томатный, а томатный сок. Вот, короче, мы еще не ели это, сейчас мы будем пробовать. Мы заказали бестроганов не из говядины, а из курицы здесь, так вот необычно. И мясная тарелка... Ты я будешь не понимаю- рассказывать там калории, вес, производство Нет, курицы, это ты место, должен знать. как бы огурцы, откуда. Это ты знаешь. Все появится на экране, монтажер сделает. Ничего делать нечего! Вот, и я не понимаю, зачем эта Сейчас мясная надо тарелка вообще нужна. элитная. Если вы едете большой компанией, хотите нормальную пирушку, там коньячок, шашлычок, закажите мясную тарелку. Зачем она вообще нужна? Ну, в смысле, это закусочка? Ну вот, когда ты сказал под водочку, я подумала, да, наверное, это круто, но под что, под одну рюмку? Просто почему нельзя сделать салат обычно овощной? Приносят мясную тарелку с 2 Это все огурчиками. РЖД. Да нет, ну, это все СЗЕ. Тише, не пали контору. Может быть, не все догадались. Всем доброй ночи, сейчас уже 3 часа ночи, Толечка спит, отдыхает. Мы не стали его будить, на улице вообще холодрыга по сравнению. Ну, прикиньте, мы сели в тепле в Сочи, вот наша первая остановка на 15 минут, потому что все остальные остановки 5 минут. Я специально поставила будильник, чтобы Руди погулял, потому что для него этот переезд в принципе был стрессом, у него был шок, он постоянно его, в общем, трясло, он волновался и не понимал, куда мы идем. В итоге вот мы сейчас, я не знаю точно, где мы точно, но, в общем, здесь очень холодно, и Руди немного в шоке, что приходится вот так вот, прямо ровно как год назад на станциях Актиписис. В целом, крайне незрело. Всем доброе утро! У нас такое доброе утро! Кто-то не выспался, походу, да? Так соскучилась! Это все, знаешь, красивые кадры. Я учусь снимать. Поставила себе натюрморт. Бутылки и обувь. Вот мы приедем в Москву через, грубо говоря, 1,5 часа. Ульяна уже час просто на какой-то дикой суете находится. Я не понимаю, у вас тоже так бывает? Ульян, что ты употребляешь? Почему Еще суета? раз, Толя сказал, что мы должны выйти через полчаса, выносить вещи вниз, через 50 минут. Это у меня уже в голове полчаса.
что плохого, что уже не нужны тапочки сейчас? Они мешаются в проходе. Почему бы их не убрать? Почему я вот уже хожу в обычной обуви уличной? А нормально, что ты как бы уже стоишь 1,5 часа и такая и Ну, у меня пытаешься... энергия, я дай молодая. пакет, сумка, дай, что это, быстрее, что? Откуда суета такая? Что Ну, ты? потому что я таким образом себе как бы помогаю, чтобы время быстрее пролетело. Мой мозг обманывается и думает: о, сейчас, если ты займешься делом, время быстрее А пролетит. куда ты торопишься? Да я очень хочу быстрее приехать. Мне так не терпится быстрее уже все вот это вот. Казанский вокзал вообще. Я так люблю Казанский вещь. вокзал. Лучший вокзал. Там все очень открытые, добрые люди. Причем здесь это? Я там туда каждый год приезжала из Ижевска на Казанский вокзал. Это же вообще, это у меня родненький вокзальчик. Всем привет! О том, как мы заехали в квартиру с тараканами и что случилось потом, мы расскажем в следующем влоге, который выйдет через пару дней после этого. А теперь итоги предыдущего розыгрыша. Кепки. Итак, победил везучий случай, какой у него ник даже говорящий. Думал, у малого настоящая бутылка, и он решил бросить собаку. Ну, это все, проехали. В общем, Ульяна, что касается подарка, покупаешь себе туфли на каблуках, снимаешь одежду и встречаешь в таком виде Толика. Ему приятно, и себе туфли купила. Да, может быть, это немножко банально, но мне это по душе, мне это откликнулось, и я подумала, что это хороший подарок для Толи. Ой. Нормальный подарок. Будем снимать топ-контент. Да. Вот. В общем, ждите наш второй влог, он скоро выйдет. Да, кстати, я забыла сказать, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, а еще приходите на новогодний стрим на канал ДДХ Покер 29 декабря. Там будут разыгрываться классные призы, их будет куча. Кто вот об этом только что узнал, скажите спасибо мне. Все благодаря каналу Шипит. Погнали!